Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя. В прошлом мастер-классе мы связали вот такие слитки из плюшевой пряжи. Если кому интересно, посмотрите, ссылку я оставлю в описании. А сегодня мы свяжем слитки из тонкой пряжи. Они также вяжутся очень легко и быстро. Вязала их из пряжи фирмы Пехорка, детский каприз. Здесь у нас идет в 50 граммах 125 метров. Нам понадобится таких 2 мотка, так как я вязала еще в 2 цветах. Всего получается на слитки уйдет приблизительно 70 грамм. В данной пряже у нас 50% шерсть мериносовая и 50% фибра. Можно заменить на другую пряжу. Допустим, взять Alize Lana Gold Classic. Там в одном мотке в 100 граммах идет сразу 240 метров, и тогда вам понадобится всего один моток. Крючок я использовала номер 4. И нам понадобится также пластиковая игла с большим ушком. Данные слитки я буду вязать на размер 38. Вязание у нас начинается с ширины полотна. И ширина у нас должна быть 19-20 сантиметров. Это будет у нас постоянная величина для взрослых слитков на ногу средней плотности. А длину мы уже вяжем по размеру ноги. Для этого мы должны знать размер ноги в сантиметрах. На экране вы сейчас увидите таблицу, где вы сможете посмотреть, к какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Допустим, на размер 38 длина стопы 24,5. Но так как полотно у нас слегка растягивается, поэтому мы берем на 1 сантиметр меньше. То есть на размер 38 мы провязываем длину 23,5. Но если вы очень сильно туго вяжете и полотно у вас очень плохо растягивается, то тогда вы берете размер по таблице и вяжете прям по ней. То есть на размер 38 24,5. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Для начала мы оставляем кончик нити сантиметров 25. Далее делаем петлю, провязываем, затянули и набираем 36 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. 36 воздушных петель. Вот я провязала цепочку из воздушных петель. Я вяжу второй следик, и поэтому я уже знаю, что мне необходимо 36 воздушных петель для того, чтобы получить ширину полотна 19-20 сантиметров. Вот сейчас я измеряю. Здесь у меня приблизительно 19 сантиметров. Старайтесь воздушные петельки набирать не сильно туго. Возможно, у вас в 19 сантиметрах, конечно же, будет другое количество петель. И еще, чтобы не ошибиться, я вам сейчас посоветую набрать еще несколько лишних петель. Затем мы провяжем первый ряд и посмотрим, сколько нам необходимо провязать столбиков для размера 19-20 сантиметров. И в конце лишние воздушные петли мы просто их распустим. Вот я сейчас для наглядности вам наберу еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сейчас будем вязать первый ряд, и вы уже посмотрите, сколько вам необходимо провязать столбиков для того, чтобы получить нужный размер. Теперь мы первый ряд вяжем столбики с накидом, делаем накид на крючок, отсчитываем 3 петли от крючка, 1, 2, 3, в четвертую мы провязываем столбик с накидом, 2 петельки и еще 2. Вот этот первый столбик у нас будет из воздушных петель, это уже у нас второй столбик. Далее провязываем 3, 4 и так далее. Я должна провязать, получается, 34 столбика с учетом вот этого первого из воздушных петель. Вот я провязала 34 столбика.
измеряем. Здесь у меня получилось 19 сантиметров. Если даже вот слегка подрастянуть, получается 20,5. Как раз наш размер, который нам необходим, 19-20 сантиметров. Если у вас чуть меньше, можете дальше провязывать. Вот для этого я набирала для примера вам воздушные петли, 3 лишних петли. И вы можете продолжить провязывать сюда столбики и уже ориентироваться на размер 19-20 сантиметров. Сейчас я вам покажу, как с конца распустить воздушные петли. Допустим, вы провязали столбики, у вас они вот здесь вот закончились. И как вот этот кончик распустить. Мы вытягиваем вот эту ниточку вот отсюда. Вытянули. Петелечку вот так слегка растягиваем. И вытягиваем кончик нити вот здесь вот. Не вот с этой вот петли, вот она идет, вот здесь проходит, а вот здесь вот просто вот с этого как бы отверстия мы вытягиваем нить. И все, теперь мы просто тянем за этот кончик, и у нас воздушные петли распускаются с конца. Вот таким образом. Провязываем второй ряд, и во втором ряду уже будут идти по краям у нас узоры. Всегда в конце делаем 2 воздушные петли. Раз, два. Переворачиваем и смотрим. Здесь мы провязываем со второй петли. Вот у нас первая петля, вот идет первый столбик. Мы провязываем во второй столбик. Либо, если посмотреть сверху, мы можем отсчитать сверху от крючка. Раз, два, 3 петли и в 4-ю провязываем. Делаем накид, либо отсюда первую пропускаем во вторую. Столбик из воздушных петель, он нам заменяет самый первый столбик. Далее мы пропускаем 2 петли, провязываем в 3-ю 2 столбика с накидом. Первый столбик, в эту же петлю второй, делаем 1 воздушную петлю и снова сюда же мы провязываем 2 столбика с накидом. Вот у нас получается вот такой веерок. Далее мы пропускаем снова 2 петли и начиная с 3-й мы провязываем столбики с накидом. Я провязываю 20 столбиков. Вот я провязала 20 столбиков. Если у вас в самом первом ряду было другое количество столбиков, то провязав серединку, вы в конце оставляете для узора 1, 2, 3, 4, 5, 6 и самый последний это 7-й столбик из воздушных петель. Далее мы делаем накид на крючок, пропускаем 2 петли, в 3-ю провязываем столбик с накидом 1 и 2. В эту же петлю провязываем 2 столбик, делаем 1 воздушную петлю и снова сюда же мы провязываем 2 столбика с накидом. Теперь мы снова пропускаем 2 петли, провязываем столбик, и провязываем самый последний вот сюда вот в крайнюю петельку. Здесь у нас идет столбик из воздушных петель, его не забываем провязывать. Вот получается у нас в конце 2 столбика после веерочка.
И в самом начале у нас также идет 2 столбика и потом веер. Провязываем третий ряд, и последующие ряды у нас будут одинаковые. Всегда в конце делаем 2 воздушные петли, 1, 2, переворачиваем, вяжем в 4-ю петлю от крючка, 1, 2, 3, в 4-ю, далее у нас идет веерок. Здесь мы находим вот серединку, где мы провязывали воздушную петлю, и сюда мы провязываем 2 столбика с накидом. Одну воздушную петлю и снова 2 столбика с накидом. Далее провязываем столбики с накидом над каждым столбиком. У меня их будет 20. У вас, возможно, другое количество. Вот провязываю последний 20 столбик. И теперь у нас идет веерок. В центр мы также провязываем 2 столбика с накидом, 1 воздушную петлю и снова 2 столбика с накидом. И теперь в конце нам остается провязать 2 столбика. Провязываем первый столбик и самый последний в крайнюю петлю. Далее ряды у нас повторяются, и серым цветом я свяжу всего 17 рядов, начиная вот с этого первого ряда. Первый, второй, третий и всего 17 рядов. Затем я покажу, как заменить нить на другой цвет. Вот я провязала 17 рядов, и здесь у меня получилось 16 сантиметров. И далее я буду уже провязывать ряды белым цветом. Мы обрезаем нить, далее самую последнюю петлю я распущу, продеваю вот крючок в 2 петельки. И теперь ввожу нить другого цвета. Данные кончики можно здесь завязать. Теперь мы вяжем как обычно. Делаем 2 воздушные петли. Переворачиваем. Кончики нити можно вот здесь вот уложить. Мы сейчас будем провязывать первый столбик и их вот здесь вот захватим. Делаем накид на крючок, провязываем столбик. Кончики нити мы потом спрячем. Белые мы спрячем под белые ряды, серый под серые. Далее у нас узор повторяется и вяжется все точно так же, как и в предыдущих рядах. Вот я довязала до конца. Здесь у нас идет 17 рядов серого цвета. И еще 7 рядов я провязала белым цветом.
Сейчас мы замерим. И у нас размер получился 23,5, как раз то, что нам необходимо, на размер 38. В конце мы оставляем нить для сшивания. И вот таким образом вытягиваем нить. Здесь у нас будет находиться носочек, а с этой стороны у нас мы будем прошивать пяточку. Мы начинаем с пятки, поэтому здесь вот продеваем иглу в нить, которую мы оставляли, складываем пополам. Захватываем вот здесь вот с краю обе стеночки косички. И теперь с обеих сторон мы захватываем кромочные петли. Вначале с одной стороны, затем с другой. В конце оставляем приблизительно 1,5 сантиметра и по краю собираем петли таким образом. И здесь мы затянем потом. Теперь аккуратно затягиваем. Выводим иглу наизнанку. И здесь еще в нескольких местах прошиваем. И вот так у нас получается закругленная пяточка. Теперь ниточку здесь обрезаем и кончик прячем под петельки. Теперь мы прошиваем носок. Здесь мы все петельки по краю соберем и носочек стянем. После того, как мы собрали все петельки, мы теперь тянем за нить и носочек стягиваем. После того, как стянули, мы выводим нити наизнанку. И здесь в нескольких местах мы также прошиваем. Вот я отметила маркером, вот здесь вот расстояние у меня 12 сантиметров, отверстие для ноги. В процессе сшивания вы можете также примерять и смотреть. Сейчас мы прошьем вот здесь вот так же, как мы прошивали на пятки, белым цветом вот до сюда. Затем меняем нить на серую и здесь также прошиваем. И затем мы край еще обвяжем. Теперь мы сделаем обвязку по краю.
Начиная со стороны пятки. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик. Далее вводим в следующую петельку и по краю провязываем столбики без накида. Вот провязали до конца. Ввожу вот здесь вот крючок под косички и делаю соединение, и провяжем еще один ряд. Вводим в следующую петлю соединительный столбик, воздушная петля, в следующую соединительный столбик, воздушная петля. И так проходим по краю до конца. Вот такой у нас получился красивый край. И теперь после обвязки у вас края слитиков не растянутся. Такие слитки можно связать в качестве подарка своим близким, родным. Я думаю, они будут очень рады получить такой подарок. Пишите в комментариях, понравился ли вам мой мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.